Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Сегодня особенный выпуск, потому что пятница, 9 мая, 80 лет Победы. Моя собеседница сегодня Снежана Егорова. Снежана, приветствую вас. Здравствуй, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители, уважаемые наши друзья, соотечественники. Я всех поздравляю с великой, сиятельной и светлой победой. Я надеюсь, что мы, как потомки победителей, будем достойны этой победы и великого подвига наших отцов и дедов. Ну, конечно, с праздником, конечно, но все равно есть очень много мыслей. Очень много мыслей, которые диктуют картинка вот этого 80-летия. Потому что дата круглая, потому что парад, потому что обещали бить по параду, потому что все прошло тихо, все прошло в Москве вычурно, на высоком уровне прошли колонны разных стран военнослужащих, техника прошла, то есть впервые на параде очень так бросилось в глаза то, что министр обороны в гражданском. То есть это вот показатель. Об Украине Путин не вспомнил. Так вот только сказал про участников их СВО, да, но как бы вот это принципиальной какой-то не было, скажем так, акцентуации, да, вот именно на всех тягостях, таких тяжелых моментах, что предшествовало параду. И параллельная картинка из Киева, да, из Львова, из Киева. Во Львов приезжают европейские министры, ходят по кладбищу и обещаются на неформальной встрече какой-то новый трибунал, Львовский трибунал против преступления российской армии, россиян в Украине. И, конечно, не обошлось сегодня из таких эпизодов не очень приятных, их было больше прошлые годы. Это когда к вечному огню выходят люди пожилые, люди уже в возрасте, надевают пилотки, несут цветы. И вот там увидели звездочку на пилотке у бабушки, полицейские быстренько ее как бы сопроводили, без эксцессов, ну вот просто там перебранка, и сопроводили в полицейскую машину, видимо, будут составлять протокол на очень пожилую бабушку, которая пришла с портретом, наверное, отца своего. И вот такая картина. Тяжело вот это смотреть, потому что мы же сейчас находимся в очень решающей стадии. Ну, такое ощущение складывается. Перемирие мало соблюдается, но в принципе соблюдается. Какие мысли у вас в сравнении двух картинок этого дня из Москвы и из Киева? Ну, параллельно Львова. Александр, вы, как всегда, зададите такой вопрос, на который отвечать, не переотвечать. Конечно, это очень глубокие, глубинные и многослойные вопросы, потому что каждый из них уходит корнями в историю. Во-первых, мы знаем прекрасно, это уже известно нам с детства, что победа – это праздник со слезами на глазах. И, безусловно, эти слезы были не только от радости победы, не только от того, что появляется светлый какой-то путь, появляется будущее, люди выжили, они братаются, они возвращаются в свои семьи, они возвращаются к мирной жизни. Ну и, конечно, в первую очередь это слезы по погибшим. И, как мы знаем из истории, а мы все, выросшие вот в этой парадигме Великой Отечественной священной нашей войны, прекрасно понимаем, что были не просто трагедии военные, когда на поле боя люди погибали там из-за того, что летели снаряды, стреляли враги. Они погибали из-за предательства, они погибали очень часто из-за алчности, из-за трусости других, тех, которые, казалось бы, должны быть рядом, подставлять плечо, из-за тех, кто стоял рядом с тобой, но не плечом к плечу, а был развернут в другую сторону. И, безусловно, то, что мы сейчас наблюдаем между Украиной и Россией, это очередной акт, вот в большой пьесе мировой, очередной акт украинского предательства. То есть в истории Украины, мы знаем прекрасно, было несколько ярких моментов, когда украинцы предавали как бы славянский род, славянские народы, славянское братство. Мы вспомним лишь товарища Мазепу,
который, значит, предоставил возможность прохода шведскому королю и предоставил ему базу, скажем так, ресурсную для того, чтобы он имел возможность напасть на Москву. Мы вспомним вот эти все истории с петлюрами, бандерами, с полицаями. То есть мы знаем, что, к сожалению, в украинском вот этом коде генетическом вшито вот это предательство. Я не буду сейчас рассматривать истоки его, почему, от чего, кто кого обидел, кто старший брат, кто младший брат. Везде есть определенные мотивы, и, безусловно, это можно разбирать очень долго, но в истории эти примеры есть. И для меня, например, когда в независимой Украине на 200-гривенной купюре появился образ Мазепы, мне стало страшно, и мне стало, в общем-то, понятно, куда нас ведут и куда мы движемся. Не преувеличивайте. На 10-гривневой купюре и монете. На 10? Да. Ну ладно, на красненькой такой. Я давно уже просто украинских денег не видела, Саша, простите. Вы знаете, я уже почти 4 года живу в Турции. И я бы хотела, знаете, на чем сакцентировать внимание? На том, что вот лично я пыталась остановить эту войну. Лично я кричала, как говорится, и била в колокола, и говорила, что, друзья, начать войну гораздо проще, чем потом ее закончить. Лично я ходила на каналы и пыталась воззвать к сознанию наших соотечественников, советских детей, которые, большинство из тех, кто приходили в студии, не были юношами и девушками, которые рождены уже с момента независимости Украины, ее обретения. А это были юноши и девушки, которые вместе со мной еще ходили в советскую школу, учились по советским учебникам, отмечали праздник Победы, у которых должны были быть, по моему мнению, теоретически деды, которые воевали. Но я не учла одного момента, что уже на тот момент, перед войной, в студию вместе со мной ходили люди, деды которых не воевали в рядах Красной Армии. Они воевали в прямо противоположных отрядах и рядах. Вот эта вся западная культура, которая в основном, она привязана к Западу, к их идеологии. То есть они очень долго находились в составе Австро-Венгрии, там, в составе Польши. И, соответственно, вот народ, тот, который там был, несмотря на то, что они были присоединены к Советскому Союзу и получили вместе со всеми советскими людьми равные возможности ходить в школу, лечиться в медицинских учреждениях, развиваться, получать высшее образование, все равно у них внутри оставались вот эти вот предания их семей. То есть вот эти лесные братья и люди, которые присягнули на верность Гитлеру, их деды, они, по большому счету, в общем-то, оставляли какой-то свой след в их детских сердцах. Потому что для меня было, например, большим удивлением, когда во время президентства Виктора Ющенко был первый раз проведен парад, когда ветеранов Красной Армии, ветеранов-победителей провели в одной колонне вместе с воинами УПА. Причем, вы помните, мы, по-моему, даже с вами это обсуждали, что было поразительно. Вот эти старые, уже затертые, значит, кители в орденах наших дедов и отцов, ветеранов, да, и вот эти вот совершенно новые формы, которые, я не знаю, в каких схронах они держали десятилетиями на вот этих вот так называемых воинах УПА. То есть с того момента, когда в Украине начали терять вот этот вот нерв войны, когда начали задумываться, а все ли было так просто, а действительно ли это была победа, а за то ли мы воевали. С тех пор, когда был развенчан культ личности Сталина, генералиссимуса Победы. Знаете, очень хорошая фраза прозвучала буквально вчера, и я ее с удовольствием сейчас озвучу, что отмечать День Победы без Сталина – это все равно, что праздновать Пасху без Христа. Потому что, как бы там ни было, Иосиф Виссарионович Сталин, он был генералиссимусом Победы. Это он призвал братьев и сестер, славян, на священную войну. Это он был тем, кто повел русскую, советскую Красную Армию для того, чтобы сломать хребет нацизму. Это он принимал решение освобождения народов, и Красная Армия дошла до Берлина. И он, в принципе, был его лик на всех медалях, на всех наградах. И с того момента, когда в Советском Союзе еще начали развенчивать культ Сталина,
когда возвращается троцкизм, когда начинают, значит, искать в его делах кровавые какие-то истории, когда забывают о том, что он взял Россию, как говорится, и Советский Союз в том числе, с сахой, а оставил с ядерной бомбой и с ядерным оружием, и благодаря ему, в принципе, люди в космос полетели советские. То есть тогда начинаются вот эти разночтения. Но если говорить о сегодняшнем дне, безусловно, Российская Федерация, которая взяла на себя труд быть преемником Советского Союза, она не отходит от празднования Победы, она не замазывает грязью подвиг советского народа, советских людей, и украинцев, и грузин, и армян, и казахов, и всех кого угодно. То есть, если бы сейчас Украину не возглавлял Владимир Александрович Зеленский, который является предателем и иудой своего собственного народа, точнее того народа, которым он управляет, украинского народа, и вообще самой идеи, вообще великой победы, то, в принципе, украинские войска должны были бы маршировать сейчас по Красной площади вместе со всеми остальными военными, которые прошли сегодня по Красной площади. А украинские солдаты вместо этого маршировали по конскому дерьму перед королевской семьей. Причем выглядели они очень жалко, без выправки, без орденов, без кителей. Это просто шли какие-то смертники, суицидники, которые непонятно за что воюют. Поэтому, безусловно, когда мы сравниваем сверхдержаву, которая, как бы там ни было, Россия является, отстаивает это свое право, и при этом, опираясь на великую победу в том числе, на историческую память народов в том числе, безусловно, на свое экономическое превосходство в том числе, и на ядерное оружие, оставленное им в наследство Иосифом Виссарионовичем Сталином в том числе. Когда Украина откололась, как, знаете, кусок какой-то льдины и подрейфовала в сторону врагов, которые, по сути, всегда шли на восток для крестовых походов, для уничтожения славянских народов, нас с вами, Александр, когда они присягнули на верность, по сути, фашистам, потомкам фашистов, то есть Урсула фон дер Ляйен, Бербок, Мерц, это все люди, которые, тот же Шольц, это все люди, которые гордятся своими дедами, воевавшими в вермахте и СС. То есть, по большому счету, чего нам, в принципе, далеко ходить? Мы прекрасно понимаем, что суть этого жалкого положения Украины – это предательство в своей основе. Не говоря уже о том, что буквально накануне Великой Победы в Верховной Зраде Украины принимается закон, который, по сути, сдает Украину вместе с холопами, с землей, с ресурсами, со всем тем, за что воевали наши деды и проливали кровь. Просто за понюшку табака, за 30 серебряников. Поэтому о чем мы говорим? Участь Украины незавидна. Людей, тех, которые там живут и которые поддерживают этот режим, это участь свиней в хлеву, которые ради похлебки какой-то, которую им бросают, или там каких-то ошметков с барского стола, они готовы предавать свое прошлое, своих дедов и отцов, свою память. То есть, по сути, мы сейчас имеем дело с известным высказыванием еще библейским, что не мечите бисер перед свиньями и не бросайте святыню псам. Вот эту великую, сиятельную победу, вот эти вот подвиги человеческие, которые сродни вообще святости как таковой, бросить на поталу нашим, по сути, врагам, продаться вот так вот дешево, это лишь свидетельствует о том, что украинское общество окончательно и бесповоротно сошло с ума. Точнее, его свели с ума, его сводили с ума, а не мы с вами будем это обсуждать, Александр, мы были свидетелями этого всего, потому что средства массовой информации полностью уводило людей от сути их существования, от основ. То есть у людей просто выбили табуретку из-под ног, поменяли, подменили историю, переписали ее. И с того момента, когда начали ходить совместные с УПА парады, с того момента, когда в украинских учебниках по истории появилась фраза, что в Гитлера болела душа за волелюбный украинский народ,
С того момента, как нам начали рассказывать, що українці, значить, вони галичани, вони галійці, вони гали, і взагалі Ісус Христос був, значить, українцем, і українці викопали Чорне море, значить, і придумали колесо, вот с того момента можно отсчитывать историю нашего безумия. Ну, а потом, понятное дело, что вот эти все десантировавшиеся потомки полицаев и нацистов, Супрун и прочие ей подобные, которые с украинским канадійським акцентом из діаспори поприїхали до нас, до України, зі своїми американськими і паспортами канадськими і почали нам розказувати, як нам далі жити, міняти основи нашего существования. Ну и не говоря уже о том, что выпустить всех безумных из психбольниц, уничтожить вообще медицину как таковую и психиатрическую в том числе, это тоже был спецплан, который по большому счету привел к тому, что теперь все сумасшедшие у нас сидят не в дурдоме, а в Верховной Зраді України 9-го скликання. То есть только сумасшедшие, безумные, самоубийцы и суицидники могли принять этот закон. Это существа, которые не понимают, что их завтра ждет, которые плюнули в лицо своим предкам, которые плюнули в лицо народу, который, в общем-то, их так или иначе все равно содержит, и которым, в принципе, история еще вынесет свой приговор. В отличие от украинцев, информационное поле России, оно достаточно консолидировано, как бы там ни было. Народ, который живет в Российской Федерации, помнит свою историю. И, безусловно, мы видим результаты. Потому что, Александр, в истории так всегда. Предателей никто не любит. И если ты предаешь своих, если ты предаешь свою память, свои семьи, детей, дедов, отцов, то, в принципе, будь готов к тому, что ты будешь предан. Знаете, я очень много... В последнее время, я закончу сейчас, эту фразу произношу, вот люди должны задуматься. Это одна фраза, но у нее прямо противоположный смысл. Будешь предан, будешь предан. Русские решили быть преданными своей истории, а украинцы пошли за предателями, которые предали свою историю. Вот, собственно, это основа нашего раскола, и поэтому к нам приходят и смотрят, значит, хозяева новые на гробы, и все, что может предложить Владимир Александрович, это еще гробы, еще больше гробов, понимаете, это гробопад такой своеобразный. То есть вся культура последних лет украинских – это гробы, которые тягают по Крещатику, это стоящие на коленях скорбящие люди, це слезы, сопли, разорванные тела детей, женщин, стариков, на которых Зеленский пиарится и зарабатывает миллиарды. То есть уже просто ленивый не подсчитал количество, скажем так, наград финансовых, которые он получил за эту страшную кровавую войну, мы сейчас продавая наш народ. О Зеленском поговорим. Я просто, чтобы финализировать вот эту часть с Днем Победы, вот вы говорите о предательстве. Но по большому-то счету, давайте тоже как бы вот попробуем посмотреть с другого угла. Ведь бомбежки, атаки и поход войной со стороны россиян, русских, тоже выглядит как некое предательство украинцев. Потому что, как ни крути, давайте будем объективны. В том же Мариуполе, понятно, было там как бы, ядро, спонсируемое, кстати, Ахметовым, там Азова, да, со своей идеологией, с рунами, с символами, с такой накачкой, обученные там инструкторами, то есть они вот первые, и сейчас это, в принципе, марка держится, третья штурмовая, там бывшая Азов и так далее, да, идеологическая такая составляющая ВСУ. Но ведь не предательство является ли то, что пошли войной конкретно против всего украинского народа и жителей Мариуполя? Ведь, откровенно говоря, то, что из себя сейчас представляют там отряды вооруженных сил Украины из наловленных в бусики
мужчин, людей, как люди там пытаются сбежать, как они там устраивают мордобои, как женщины за них вступаются, как вот в селе в Одесской области вчера. То есть приехали на ферму, они там вышли всем бабоньки, всем скопом, наваляли военкомом, отбили 2 работников фермы, то есть своих, в каком-то там селе в Одесской области. Это вчерашний эпизод. И так далее, и так далее. А когда ты попадаешь на войну, ты уже не можешь там иначе. То есть все прекрасно понимают, ты или воюешь, или ты умрешь. И корень вот этого предательства со стороны, например, отношения, да, там, россиян к украинцам, ведь он тоже какой-то искусственный. Ну, вот так кажется. Мне очень приятно, когда там в телеграм-канале у меня, здесь в комментариях, я уверен, тоже будут такие, посылы, когда вот там пишут: я россиянка, я россиянин, я там издалека откуда-то или там из ближайшей европейской части. Я поздравляю украинцев с Днем Победы. И украинцы тоже, в принципе, для них это остался праздником, только таким кухонным, домашним. Вот таким, по старой памяти. Да. Люди как бы поздравляют с Днем Победы своих. Потому что ходят вот эти сейчас мемчики, я тоже думаю, вы видели, из Иван Васильевич меняет профессию, алло, СБУ, у меня сосед смотрит парад, например, да, вот эти приколы. То есть все равно все это осталось, все равно, но это было, через это переступили, и полетели ракеты, и отвернули же, получается, даже нормальных, адекватных, честных украинцев от той же России. И многие, понятно, попереходили на украинский язык, потом назад попереходили, потому что поняли, что плавали, знаем, да, то есть как бы в поддержку тех, что сейчас происходит там гнобление. Но все равно вот эта вот точка отсечения, неужели она не была неминуемой, как вам кажется? Смотрите, Александр, во-первых, информационное поле украинское и русское разорвали достаточно давно, осознанно абсолютно, чтобы люди как бы не находились в одном, скажем так, в одной информационной лодке. То есть русские сохраняли там свою память, вели вот эту линию, не прерывая, да, всегда были парады, всегда были там вот эти все шествия бессмертного полка, всегда там показывались старые советские фильмы, то есть русские не отвергали вот эту свою советскую историю. Да, возможно, они там на нее смотрели как-то с прищуром, но, в принципе, не отвергали. В Украине же, как вы понимаете и вы знаете, это, в принципе, очень массированно затиралось, убиралось. И я свидетель тому, еще во время пандемии, еще до всего, уже под предлогом якобы вот этой всей изоляции и запрета скопления большого людей уже не пускали на вот эти все памятники. И я с моими детьми, мы стояли, причем все равно люди шли, то есть они шли не как обычно с утра прямо уже возлагать цветы к обелиску неизвестного солдата, к вечному огню и все остальное. Они уже знали, что там будет большое количество скопления полиции, и они обычно приходили во второй половине дня, то есть все равно люди подтягивались, все равно они стояли в очередях, все равно они скапливались, потому что они хотели отдать вот эту память, дань памяти своим дедам и отцам. И все равно полиция уже тогда принимала людей с символикой. Это же было не сейчас, как вы говорите. Это уже несколько лет происходит, еще со времен пандемии. Причем полиция, молодые, скоты, другого слова я не подберу. Они хватают этих стариков и старух, этих людей в возрасте, которые теоретически, у них может быть и нервный срыв, и все что угодно, и вести их куда-то там по кочкам, понимаете, и держать их в отделении. Но это просто кем нужно быть, скажите мне. То есть они это делали осознанно. Ну а если говорить о вот этом расхожем мнении о том, что русские напали, так понятное дело, что если провоцировать годами, десятилетиями. Но мы же не будем с вами опять поднимать эту тему, Александр,
что с 2014 года, с момента государственного переворота на Крещатике в Киеве, который теперь уже признались и не скрывают американские спецслужбы, готовили, спонсировали, 50 миллиардов в это вложили, легитимного президента изгнали, Порошенко избрали, Порошенко вписал без референдума в Конституцию, значит, вместо внеблокового статуса направление в НАТО. После этого началась специальная, вернее, антитеррористическая операция против граждан своей страны, против собственных граждан. Пошла українська армія, состоящая в основном з хлопців Західної України, які ніколи не були там на Востоке, на Юго-Востоке, которые терроризировали, по сути, местное население за русский язык. Они стреляли по ногам, они опускали вообще, сбрасывали какие-то боеприпасы с дронов людям в подвалы, в огороды и все остальное. То есть, а сколько еще должны были русские терпеть вот тот террор, который осуществлялся с государственной якобы, понимаете, вершины военизированными силами, вот этими Азовами и прочими подонками по отношению к мирному населению Украины? Сколько? Не говоря уже о том, что на разных платформах, на разных площадках, дипломатическим путем президент Российской Федерации пытался воззвать к разуму украинского народа и украинского правительства. Создавали разнообразные формы для того, чтобы это урегулировать. Пытались это дипломатическим путем решить с помощью Минских-1, Минских-2 и прочих этих всех договоренностей. И, естественно, видели только одно. И теперь мы тоже знаем ответ на этот вопрос, что они специально подписывали Порошенко все эти документы для того, чтобы выиграть время. И, как сообщила Меркель, и даже написала это в своем трактате, что они это сделали осознанно, не собираясь выполнять, для того, чтобы дать Украине возможность вооружиться и воевать против России. Мы знаем прекрасно, что в это время они хотели ставить военные базы свои, то есть вся инфраструктура НАТО подползала к порогу России. Путин кричал на каждом шагу, что мы будем воевать и мы не позволим, и что причина конфликта – это в любом случае расширение НАТО, что вы нас, скажем так, водите за нос, надуваете. У него разные есть конструкции, как он это называет. Но, грубо говоря, это был просто наглый и, знаете, такой наглый хваток, вот такой за горло в мягкой перчатке. Не говоря уже о том, что, Александр, уже же прошло время, и мы все прекрасно знаем, что русские войска шли к Киеву и не собирались воевать. То есть они не планировали вести долгосрочную войну, потому что если бы они это сделали, они бы вошли совершенно по-другому, другими силами. И по большому счету, если бы они хотели воевать, то после Стамбульских соглашений они бы не отвели армию от Киева. Смотрите, это такой уже момент личностного восприятия. Хотели, воевали. То есть, давайте, хотели, не хотели. То есть, да, есть военные, которые делают раскладку, военные эксперты, что там такими силами невозможно было захватить Киев никак. То есть, даже вот эти... Это все, конечно, очень красиво выглядело. Вертушки, Гастомель, бои, вот это все. Но силы... То есть смысл какой был? Захватить Гастомель, аэропорт, а потом подтянуть еще силы. Этих сил реально было недостаточно, даже если там просто, условно, мужики с ружьями со всего Киева бы вышли, и, то есть, это нереально захват Киева. Понятно. Мысль это и есть, она фигурирует. Вопрос не в том, хотели, не хотели воевать. Люди причем. Вам не кажется, что эта война какая-то особо циничная? Первых лиц никто не трогает. Все такие какие-то, да, все очень такие, все правильные, там, да, у всех там гарантии безопасности, там, вот там Зеленский, круг людей, то есть там, да, сейчас, конечно, есть там выкладки, что и Буданов был ранен, и попадало, и там Залужный, но фактически военно-политическое руководство себя нормально чувствует. С точки зрения российского, там есть террористические подрывы определенных генералов, но тоже, да, мы не видим. Вот это даже, понимаете, почему я об этом говорю? Вот этот вот миф большой. То есть хочется вас послушав спросить, хорошо, люди при чем?
да, то есть люди причем. То есть обычные люди, пострадавшая там, да, территория, где в основном русскоязычное население вынуждено было бежать и бросать дома, и теперь у них никогда не будет дома. Сейчас вот поднимаются в Украине вот эти цифры, они же ужасающие. Нам выходят и говорят, знаете, ну как бы мы там делаем какие-то программы, там ипотеки под какой-то процент, что-то где-то. Короче, никто ничего не строит, ни для кого, ни для каких переселенцев. То есть, если бы это было действительно государство для людей, они бы поставили даже эти дешевые модульные дома в больших масштабных количествах. Туда бы поселили семьи, они бы переехали, чувствовали заботу. Они там в первые дни там вот эти задирали цены на квартире, а сейчас выходят нам и говорят, знаете, у нас денег нет, мы только там 48% своих расходов можем сами содержать, 52% за счет доноров, партнеров, кредитов и всего остального. Поэтому, извините, мы строить ничего не будем. Может быть, начнем вот это строить, когда будем получать репарации. Ну вот когда все закончится, и за счет репараций какие-то дома будем строить, это кому-то давать. Кому давать? То есть 4-й год войны идет. То есть не было вот этого ощущения, да, вот этой поддержки. И люди как раз-таки, те, которые там, да, они вот больше всего лишений получили на свою голову, на свою шею. И вот когда вот идет вот эта беседа про парад, да, вот в чем же там подмена большая? Вы помните этот нарратив, что русские всегда бьют к датам? Ну, нам так говорят. Вот эти ракеты на Новый год, там, на День независимости все ожидают. Сегодня в Киеве университеты, ряд школ по стране переведены на дистанционку по одной простой причине. А вдруг чего? Да? То есть, и потому что будет какая-то дата и будет удар. Слава богу, плюс-минус перемирие, хотя там есть эксцессы и с беспилотниками, залетавшими там на российскую сторону, и с какими-то ударами с российской стороны. Тетки нас штурмуют сейчас почему-то, да, на 9 мая. Пытаются накатом за накатом вооруженные силы, чтобы, ну, то есть за счет этого перемирия что-то как бы зацепиться там и в дальнейшем. Но Зеленский по параду же, он намекал, Ермак фотографии выставлял, вот эти там картины. А получилось, что ничего нет. И тут возникает два вопроса. Первый, это потому что, ну, это все блеф какой-то. Ну, вот эти беспилотники на помсту, когда всем миром, всем народом скидываются, а себе эти волонтеры кладут 20, может больше процентов, по-разному называются цифры, в карман. Это все блеф. То есть вот эти все люди, они просто богатеют за счет вот этого. А на самом деле ничего нет. То есть, да, чтобы реально ударить, и как бы вот цель, парад, военная цель, хорошо. Или второй вариант, что это все какая-то такая вот игра. Ведь с Ермаком встречался Витков и Келлог до этого, буквально вчера утром. И у них произошла обстоятельная беседа. Вчера вечером созванивался Трамп с Зеленским. Он созванивался по сделке, но я точно думаю, что сплошная идет договоренность. Большой договорняк. При этом никто никого из элит, там ворон ворону глаз не выстроит, а люди страдают. Почему так? Ну, Александр, опять же, вы такой спектр разворачиваете, потому что лес рубят, щепки летят. Это закон. Поэтому, естественно, так как русскоязычные регионы, Юго-Восток, прилегают территориально к России, и, собственно, это южные земли Российской империи, Советского Союза, и вообще там теоретически и практически всегда жило русскоязычное население. Понятное дело, так как война идет с той стороны, то страдают, безусловно, именно эти регионы, именно эти города, потому что там идут боевые действия, потому что там поле боя. Но как иначе это может быть? Иначе не бывает. Ну, безусловно, они могли, конечно, прилететь, я не знаю куда, под Киев в очередной раз и там вести войну. Но, к сожалению, война – это не только, скажем так, боевые действия, это еще определенная логистика, это обоз, это снабжение и прочее и тому подобное. То есть мы же уже понимаем, люди, которые, ну, хотя бы в чем-то разбираются, хоть что-то читают, хоть что-то слушают, вообще историю смотрели, что, в принципе, войска оторвано от своего снабжения, не могут вести боевые действия. И, собственно, вот эти все операции в Харькове, в Херсоне, они как раз и были свернуты в связи с тем, что не было возможности
возможности поставлять вооружение там и помощь войскам. Но вы понимаете, тут очень сложно мне дать этому оценку, потому что я тоже не знаю, почему так происходит, что страдают простые люди, что война разворачивается и расширяет свои границы, но при этом прекрасно по Киеву ходили Байдены и прочие, значит, там всякие политические деятели, обнимались с Зеленским. Зеленский прекрасно ходит по Киеву, значит, и снимает селфи в окружении охраны. Собирается дурдом VIP в Верховной Раде, принимают вот эти все законы. Почему те, кто, по сути, сдает интересы Украины, это определенная группа людей, которая действует вопреки Конституции, которые наплевали на Конституцию, которые призвали эту войну, которые расширяют границы этой войны, подписывают документы, ратифицируют их, продавая нашу землю и наши недра, и, по сути, людей, вовлекая в эту войну все больше и больше. Почему они никак не страдают? Ну, потому что, видимо, таковы правила войн. За последние 100 лет они вот так вот выработали, что военное руководство не подвергается определенным, скажем так, нападениям, потому что, я не знаю, наверное, для того, чтобы можно было с кем-то договариваться, потому что это и есть то руководство, которое, в принципе, как ведет войну, так может и остановить ее, потому что оно держит в своих руках рычаги управления, потому что если, например, одну голову срезать, мягко скажем, то появится еще с десяток, которые могут быть еще хуже, и этот процесс никогда не закончится, потому что еще в русских сказках было сказано, что если чуду-юду одну голову, значит, срубить, то, в принципе, на ее месте другая голова появляется, а на самом деле нужно рубить хвост, и ведется дополнительная работа по договоренностям на самом высоком уровне, потому что война на поле, ту, которую мы с вами видим, вот эта кровавая, страшная, ужасная, когда судьбы разрушаются, семьи рушатся, люди ссорятся, убивают друг друга, когда вот эти гробы смерти, страдания и эта печаль вселенская, в это время правители продолжают летать друг к другу, открывают коридоры, сидят и беседуют в дипломатических кругах, расставляют фишки на карте. Но так было и в Великую Отечественную, Вторую мировую, и в Первую мировую. И сейчас ничем это не меняется, потому что в конечном итоге любая война должна закончиться миром, и должен произойти опять перераспределение ресурсов, земель, и, собственно, должен возникнуть так называемый новый мировой порядок. То есть идет вот это вот на том уровне, значит, схватка вот этих чудовищ, понимаете, больших форм. То есть, грубо говоря, если люди – это просто ручки-ножки, голова, бегущие пешки, солдаты, и, собственно, мы с вами находимся на этом уровне. Нас задевают судьбы людей, вот эти все истории, что люди остались без домов, люди остались без крова, люди не знают, что их завтра ждет. А вот эти сотни тысяч и миллионы людей, которые выехали за пределы страны в надежде на то, что они вернутся со своими детьми, и которые не знают, что их завтра ждет. Сегодня у них есть выплаты и крыша над головой бесплатная, а завтра их могут попросить и изгнать вообще вместе с их детьми. Они не понимают, они не могут строить свое будущее. И это, в принципе, результаты этой ужасной войны. Поэтому, в принципе, у меня нет ответа на этот вопрос. Я тоже считаю, что, скажем так, ликвидация одного больного, в принципе, тяжело больного человека в руководстве Украины могла бы привести к очень существенным результатам. И многие те, кто вокруг него консолидируются и понимают, что чем выше они находятся к управлению, тем меньше у них шансов пострадать в этой войне. Наоборот, у них все больше шансов что-то на этом заработать и успеть еще, как говорится, сняться на крыльях ветра и где-то там
значит, найти себе убежище, как это, в принципе, сделали нацисты после Второй мировой войны. То есть большинство же нацистов, они совершенно спокойно, через крысиные тропы, с помощью Ватикана, через вот эти католические, значит, всякие разные тропы, они совершенно спокойно с деньгами выехали в Аргентину, в Бразилию, в Канаду, в Америку. Там консолидировались, нашли себе, как говорится, и место, и время для того, чтобы вновь объединяться и вновь строить планы на то, чтобы осуществить реванш. По сути, сейчас мы видим этот реванш. Ну, то есть основа этой войны кровавой, ужасной, которую мы видим, это реванш нацизма, который, в принципе, не мог простить вот этой Красной империи, вот этой вот нашей священной победы. И, безусловно, для того, чтобы окончательно сломить сопротивление и стремление там, славянских народов или там, нас, потомков победителей, вообще помнить свою историю, безусловно, в первую очередь нужно переформатировать сознание и мозги. И, конечно, фокусируя внимание на вот этих вот ужасных личных историях, потому что в любой войне самое страшное – это трагедия маленького человека, который потерял ребенка, отца, потерял там учителя, наставника, друга. И, безусловно, они, памятуя этот опыт, они ведут очень активную информационную войну. Работают целые информационные машины. Мы с вами, Александр, свидетели того, как госпожа Денисова, фамилию которой уже никто не помнит. И, в принципе, в истории, возможно, она исчезнет и никогда больше ее не вспомнят. Но мы-то еще помним, что, будучи омбудсменом по правам человека в Украине, она рассказывала, еще когда эта война раздувалась, что, оказывается, русские солдаты вошли и изнасиловали ложечками младенцев, бабушек 80-летних и мальчиков с диагнозами ДЦП. Что, оказывается, вот эта страшная история в Буче, это были преступления кровавые, значит, и больные садисты русские издевались практически над украинскими людьми, и все это раздувалось. А потом, когда она сказала, что все это она придумала, и все это ей сказали говорить для того, чтобы Украине как можно больше дали оружие, для того, чтобы ужаснуть европейское сообщество, для того, чтобы они узнали о таких ужасных преступлениях русских и затянули пояса, и начали давать деньги и оружие украинской армии, чтобы она дальше воевала. Это чей это нарратив? Чье это достижение, чье это, изобретение. Это, безусловно, наработки Второй мировой войны. Это все то, что делали в пропаганде нацисты. Это листовки, которые они разбрасывали. Это их, скажем так, матюгальники, с которыми они ездили по линии фронта и говорили: «Русский солдат, сдавайся, тебе будет водка и курка, так мы тебя убьем». То есть это все ужасные вот такие перверзии, и все сброшено сейчас в одну кучу. Понимаете, людям очень сложно разобраться, кто прав, кто виноват, потому что и с одной стороны, и с другой стороны идет мощнейшая пропаганда и давление. Маленький человек сдавлен в этих всех тисках. И, безусловно, маленькому человеку, который в этот момент боится пуль, боится дронов, сидит в подвалах, ему нечем кормить своих детей, он потерял крышу над головой, ему постоянно приходят напоминания там, о том, что вот этого убили, того убили, он посчитал, а у него вокруг там десятки уже погибших. Безусловно, он не может отвечать за свое эмоциональное и состояние своего мозга. И для этого существует руководство, для этого существуют люди в тихих кабинетах, которые должны позаботиться о судьбе своего народа. И в данном случае, вот я, например, как гражданка Украины,
которую постоянно, значит, с помощью средств массовой информации обливают грязью, как только можно. Вообще про меня уже придумали все, что угодно. И, значит, вываливают это людям. И люди меня проклинают, и меня, и моих детей. И кричат, что меня надо убить, и застрелить, и поймать, и отловить, и гражданство лишить. И, значит, вообще разорвать практически на части при большом скоплении народа. При том, что я не принимаю решения. Так вот, я как гражданка Украины, я могу говорить только лишь о руководстве моей страны, которая, по моему мнению, стала причиной этой войны, спровоцировала ее своими действиями зачастую, бездействиями зачастую. Точнее, когда нужно было действовать, они бездействовали, а когда нужно было бездействовать и ждать, они действовали в прямо противоположном ключе, которые продались полностью нашим врагам экзистенциальным, которые не скрывают даже этого, у которых повышаются счета и финансовые статки, так званые, и которые должны были, придя к власти, обеспечить людям мир, и люди проголосовали за Зеленского, который никто, и звать его никак, ни политик, ни аналитик, вообще безмозглое существо, которое как блоха прыгало по сцене, но громко кричало, что я вам принесу мир. И люди проголосовали за мир, а он, придя, привел войну на украинскую землю и продолжает расширять границы этой войны. В этом заключается ужас. Это должны услышать наши сограждане. Это должны они усведомить, понимаешь, хорошее слово? Они должны это осознать, что причина того, что вчера, позавчера и сегодня летят бомбы, приходят гробы, и пацанов хватают и запихивают в бусы, как собак, это Владимир Зеленский, который вместо того, чтобы останавливать эту войну, садится за стол переговоров, искать способы, чтобы эта война прекратилась. Он ее хочет продолжать. Ну, он смотрите. просит все больше оружия, он ездит по всему миру, он оскорбляет Путина, русский народ, он плюет в нашу общую историю. То есть он отрывает всеми способами нас друг от друга, сводит людей по-прежнему с ума и продолжает расширять границы. Мы уже говорили с вами, Александр, я вам говорила, что никакого перемирия в ближайшее время не будет, и война будет расширяться, потому что Зеленский для этого делает все. То есть была война на территории юго-востока Украины, на Донбассе. Ее можно было свернуть, и можно было дипломатическим путем уже перейти к урегулированию этих вопросов. Нет, война расширилась на всю территорию Украины, а сейчас его стремление и его хозяев, которые его, в общем-то, курируют и которые дают ему задания, его задача расширить эту войну на территорию всей Европы. И если украинцы это не осознают, что их возглавляет преступник и, по сути, диктатор, который вверг их в войну. И эти кровавые реки будут продолжать литься. И будут продолжать приезжать всякие люди и ходить по украинским кладбищам и цокать вот так вот: як много, багато українців померли. Как мерц этот говорит, мы будем стоять на стороне Украины до последнего. Ну, только уже до нет. них... Уже нет. Уже там свежее заявление. Он с ним, конечно, поговорил по телефону тоже вчера с Мерцем. Ну, это я рассказывал эту историю о том, что Зеленский пишет, Зеленскому пишут в его телеграм-канале, что смотрите, какой разговор, как классно, как здорово. А потом будем продолжать делать дипломатию более осмысленной. То есть это вообще не осмысленный был разговор. Ну так вот, сами себя. Ну так, и списываются уже там. И у Зеленского вот эти люди, которые пишут ему тексты. Мерц уже сказал, что извините, но как бы без США мы не можем. Если вот я хочу просто коротко и прям очень важную тему с вами поднять. Вот коротко все-таки по состоянию на сегодня. Да, мы имеем перемирие. Да, его можно назвать сорванным и там, ну как писали, да, там пустить орешник или там наоборот, там это все поднять эту эскалацию, потому что парад прошел, конечно, без сучка, без задоринки, явив миру подневольность и бессилие. То есть, смотрите, опять-таки, мы же украинцы, мы можем с вами стать на, ну, как бы не то что на сторону, мы не на чьей стороне.
То есть сказать мне, что я там на стороне русских, нельзя. Сказать, что я там на стороне вот этих идеологически зомбированных пропагандой, тоже нельзя. Но мы можем как-то вот хотя бы пытаться в диапазоне своих знаний, опыта и понимания вообще происходящего как-то вот смотреть под разными углами на ситуацию. Даже с точки зрения патриотическое вот восприятие вот этих там азовцев, всех моментов, вот этих всех таких, которые хотят парад на Красной площади, разбить Россию хотят, вот полностью разбить, и сравнивают с Гитлером Путина, а не там другую сторону. Даже с их точки зрения получается, что ты не смог ударить по параду. Даже вот с ультра вот этой позиции нет. А почему? А потому что американцы, а потому что вот это. То есть, с другой стороны, понятное дело, да, то есть, с другой точки зрения, да, не то, что, слава богу, хоть нашлись там хоть какие-то здравые ростки у западных партнеров, которые там, видимо, это вот моя вероятность, что это процентов на 85 это так и было. С Ермаком быстренько созвонились, они там сидели все, и сказали, смотрите, потому что есть четкие сигналы со стороны Кремля, что если что-то там пойдет не так, именно в части вот этих визита Си Цзиньпина и всего остального будет еще большая эскалация. И поэтому решили как бы не бить. То есть мы видим две разные позиции, крайние точки. Сейчас что мы имеем? Перемирие. Сегодня, завтра, целый день, до 12 ночи. Зеленский созванивается с Трампом, и это все обставляется таким образом, что вот и Трамп с нами, Трамп делает заявление. В общем, 30 дней перемирия, безусловного. На это перемирие укатывает российскую сторону. Российская сторона, вчера было заявление Ушакова, помощника Путина. Вот мы посмотрим, как пройдет вот эти 3 дня, а общаемся мы с американцами каждый день. Это очень важные сигналы. То есть каждый день они на созвоне. Здесь тоже на созвоне. То есть ваши ожидания, что вам думается, все равно, то есть эти 3 дня пройдут и начнется нечто большее, или все будет идти по ниспадающей и стухать вот эта война, и будет принято, не будет, может позже примут вот эти 30 дней, может примут с какими-то условиями, там, разведением, неразведением. То есть ли надежды, хоть вы их всегда отвергали, да, то есть, что будет какой-то спад в этих военных действиях. Или абсолютно другая крайность, что, простите, то есть, сейчас же лето, лето, а это же, время войны, летом, самой ожесточенной войны, потому что заточены по науке военные воевать именно в этот период, летом и до глубокой осени, когда уже погода испортится. И нас ждет на самом деле такой решающий момент длиной там условных 100 дней Венса, когда будут горы, скажем так, погибших и жуткая эскалация. Да, нас это ждет, Александр. Вы сами ответили на этот вопрос. Потому что лето – это время войны. И потому что русские уже не верят так называемым партнерам. То есть, знаете, они же партнеры по войне, воюют друг с другом. Поэтому они партнеры. Только одни на одной стороне, а другие на другой стороне. И, в принципе, русские же абсолютно четко понимают, кто начал эту войну, кто провоцировал, кто подливал масло в огонь, кто вооружал украинцев, кто трансформировал информационное поле, кто вывел в герои вот таких подонков, как Стерненко, кто вообще контролирует Верховную Раду, кто пришел контролировать принятие закона о продаже украинских недр в Верховную Раду. Пришла, исполняющая обязанности или уже там не исполняющая обязанности посла? Да, ее написали, что она посол, но она временный поверенный. Временный поверенный. То есть это же лично смотрела, да. Это же спецслужбы, то есть они контролировали, они смотрели вообще общую обстановку, они как бы докладывали своим хозяевам. И понятное дело, что памятуя всю ту историю, которую даже мы с вами сегодня коротенечко, знаете, вспомнили за эти годы, что как только русские начинают стремиться к дипломатическому урегулированию, то есть они не хотели воевать, но это очевидно. Путин не хотел воевать годами, с 2014 года. Он принял вообще вот этот кровавый переворот, он пытался договориться с этой властью, он пытался понять, возможно, действительно, украинский народ что-то хочет новое, понимаете,
вычудить в истории своего существования. Он пытался постоянно договариваться. Тут ему нельзя отказать в том, что он достаточно миролюбивую, скажем так, дипломатическую позицию всегда по отношению к Украине занимал, и, соответственно, мы можем абсолютно четко быть уверенным, что если бы это не были украинцы, славянские народы, братья, которые связаны кровно с огромным количеством людей, живущих в Москве, в Питере, везде, потому что мы полностью проникли друг в друга. То есть это, по сути, единое целое. Семьи, братья, сестры вместе учились. Да даже тот же Сырский, который и Залужный, которые якобы воюют на стороне Украины, в интересах вообще НАТО с русской армией, бывшей советской, это советские дети, которые ходили в галстуках и учились вообще в каком-то там Рязанском или каком-то Воронежском военном училище вместе с теми военачальниками, которые сейчас воюют с той стороны. То есть если бы это были не украинцы, то это была бы вообще другая война. Другая. У России есть такие технические возможности. Они могли воевать, как американцы воевали с туземцами по всему миру. Они могли ковровыми бомбардировками накрывать города, они могли устраивать вот эти все ужасные кровавые кровопролитные истории, но они этого не делают в надежде на то, что у украинцев где-то там наступит момент прозрения. Но просто людям заливают такое количество сала, понимаете, в мозг вообще, вот этого тормозной этой жидкості, вот этого україномовного бандерівського контенту, який спочатку Фаріон несла, не донесла. Тепер народний артист України Богдан Бенюк несе оцю всю. А знакомый ваш, да? Да это ужас просто. Честно, Саша, я когда увидела, конечно, я знакома с Богданом. По прошлой жизни, я имею в виду. Мы работали с ним, это коллега мой, мы там вели какие-то мероприятия совместные. Это всегда был на рабочем месте приятнейший человек, и улыбчивый, веселый. Честно говоря, он сошел с ума, и я прозрела, когда он... Помните, была такая история, когда почему-то свободовцы завоевывали, захватывали кабинет директора ТРК «Эра». И когда он зашел в кабинет, народный артист Украины, и когда он лицом в стол, понимаете, ударил вот этого директора телерадиокомпании, я подумала, что с ним что-то не то. А сейчас, когда вот он несет это, что нужно бить детей розгами, что нужно бить стариков бутылками по голове, что нужно отказываться от русского языка, нужно его забыть, что какие-то чужие дети должны воевать, их не нужно уговаривать ТЦКшникам, а его собственный сын заканчивает аспирантуру и скоро будет защищаться. Вот этот вот цинизм и скотство, которое исходит из этих западных регионов, оно просто завладело мозгами украинских людей, так как они привязаны к этому информационному полю. Но я очень надеюсь, что и вот такие праздники, и демонстрация единства, опять же, славянских народов. Российская Федерация – это же не просто русские, это язык межнационального общения и русская культура, к которой мы тоже, кстати, причастны, на которой мы тоже выросли. Но там же разные абсолютно народы к этому примыкают. Это люди разных национальностей, которые, в принципе, объединяются, потому что они понимают, какая идет навала, скажем так, что это очередной крестовый поход против них. И, безусловно, они будут воевать до последнего. До последнего. Вот эта вот история еще со времен Великой Отечественной нашей священной войны, что отступать нам некуда, позади Москва, или еще со времен 812 года, это же народная уже война. То есть уже народ осознал, потому что до какого-то момента в Российской Федерации большинство людей тоже не понимали, что это за война, зачем она нужна, почему мы воюем с украинцами, как это мы можем воевать с украинцами, нам же их жалко, бедных украинчиков, да их же можно уговорить, им же можно рассказать, да их же нужно защитить, да мы же ядерный зонтик над ними развернем. А сейчас, когда они увидели вот эти вот зверства, скотства и зигования, понимаете, и на танках немецкие кресты, и то, что это все ползет, идет и не останавливается, понятное дело, что они понимают, что это вопрос экзистенциального выживания.
Поэтому они будут поддерживать парады, они будут поддерживать свою армию, они будут до последнего, как во времена Второй мировой войны, памятуя подвиг советских людей, они будут идти по их стопам. И сегодняшний юбилей, и сегодняшняя демонстрация силы и поддержки других народов, опять же, Коммунистической партии Китая, это демонстрация того, что никто не собирается отступать. Поэтому, Саша, никакого перемирия не будет. И на все вот эти вот там-тамы, понимаете, и бой барабанов Трампа, Венса там и прочих, значит, группы товарищей, в принципе, будет тихое «нет». Пока они не договорятся о сосуществовании на этой планете. Пока не разделят проливы, ресурсы, газовые трубы, я не знаю, там аммиакопроводы, атомные станции. А с другой стороны, вот я не знаю, как вам, а я, например, ничего не могу понять, почему американцы должны владеть атомной электростанцией Запорожской, которую строили советские люди. Теоретически, мои бабушки, дедушки, ваши в том числе, они лишены были колбасы, кроссовок, там, жвачек, вот всего того, что потом, в принципе, за что были куплены вот так вот дешево наши, скажем так, соотечественники. Они были этого лишены. Они строили великую страну. Они воссоздавали вот тот образ светлого будущего для нас, их детей и внуков. Они создавали, чтобы у вас, у меня, у наших детей было мирное небо над головой, чтобы каждый ребенок мог пойти в школу, чтобы у него была азбука, как у Буратино, понимаете, курточка, чтобы он не умер там от холеры или от оспы, чтобы его армия его берегла, чтобы никто не пришел, не поставил его раком, не заставил его мыть унитазы и жопы всяким немецким фрау, чтобы никто не распилил его на органы, чтобы никто вообще не изнасиловал его детей, чтобы вот это все уродство, которое ползло всегда с Запада, чтобы оно не проникало в сознание нашего общества. Но оно проникло. Мы сами открыли эти двери, мы сами аплодируем этому. Посмотрите вообще, какие законы приняла эта безумная Верховная Рада. Эти идиоты, вершиной которых стала вообще полная сдача интересов страны. Они сначала декриминализировали проституцию, потом они игорный бизнес декриминализировали, потом они начали открывать гостеприимные двери, чтобы на наших полях и ланах растили каннабис, коноплю, создавать наркотики. То есть они сводят с ума общество, они принимают законы о однополых браках, они приветствуют ЛГБТ-сообщество, они всю эту грязь, муть, весь этот ад привели на нашу землю, а сейчас они удивляються, що з ними воюють, що такое вообще, дайте нам жити спокійно, ми хочемо тут у себе жити, і якщо до нас прийдуть і скажуть, що оце ми тут поставимо ядерну бомбу у вас, щоб на Москву це стрілять, то чого б нам не поставить ядерную бомбу, чтобы на Москву стрелять? Ну, логически, вот когда они эти заявления делают, эта идиотка Соколова вместе со своим Залужным сидят и говорят о том, что Залужный хочет проехаться на танке по Красной площади. Тихесенько так проехатись на танку. Ну, о каком перемирии, о каком мире может идти речь? Потому что, в принципе, военное и политическое руководство той же России, оно не может не реагировать на настроение людей. Люди же все это слышат, они все это видят. И, безусловно, там тоже есть гробы и погибшие. И, безусловно, они понимают, что если уже украинцы сошли окончательно и бесповоротно с ума и творят такие чудеса, то, в принципе, нужно это каким-то образом заканчивать раз и навсегда. Поэтому, безусловно, к сожалению, к нашему с вами, Саша, это в ближайшем обозримом будущем просто переговорами не закончится. Потому что очень много есть заинтересантов и бенефициаров этой войны. Вот тех, которые сидят в теплых студиях, на расстоянии,
и получают бешеные деньги для того, чтобы разжигать и продолжать сводить с ума людей. Да, друзья, Снежана Егорова, телеграм-канал, ютуб-канал в описании к этому видео. Традиционно у меня вот последний вопрос нашего сегодняшнего разговора. Вот вы в красках рассказывали, как вы подвергались критике, гонениям, кэнселингу и атакам. Да? Это было там Саша, еще... я и под санкциями вместе с вами, только я уже 3 года. Я имею в виду общество вот тогда, когда, когда были в Украине. Вот. Потому что сейчас разворачивается какая-то странная история, причем настолько какая-то раздутая, и прям видно, что это прям вот гонят. Есть такая, как инстаблогер Алхим, Анна Алхим. Есть ряд других инстаблогерш, да, и вот они устроили прям такую войну целую. Одни поддерживают Алхим, другие, скажем так, других, да, которые там атакуют друг друга. За что? За то, что это Алхим выставляет там фотографии под русские песни. Берет там, записывает видео, какие-то включает. Не вот эти, даже не такие русские, имеется в виду вот эти последние, которые про войну там или что-то еще. То есть, да, просто вот русский контент. То есть, происходит какая-то очень страшная метаморфоза, о которой вы постоянно говорите. И в своих эфирах, и мы с вами говорили. Но мы ее наблюдаем вот сейчас, вот этот рецидив достаточно серьезный, после которой невозможно будет даже назад откатиться. Эту Алхим, у нее своя история, она там любовники, в общем, такие люди, вы знаете, такие люди нужны. Обществу нужны какие-то примеры какой-то жизни, лайфстайла, там, как моды. Вы в этом тоже, я не говорю, что вы были Алхим, да, я просто к тому, что вы понимаете, о чем я говорю. То есть всегда люди следили, всегда были таблоиды, всегда были какие-то там популярные личности. Да, но сейчас это все возвелось в уровень вот этого очень серьезного политического противостояния, вот этого языкового. На фоне там всяких проверок в школах о том, что в спортзалах, в бомбоубежищах и везде теперь только по-русски, нельзя. То есть, да, в школах проверка, а как детки разговаривают. На фоне вот этих идиотских там заявлений были такие браты Капрановы. Литературу детскую писали, нормальные были братья там писали. В принципе, украинская книга, это всегда здорово было. Никогда не хватало денег на это. Но вроде как вот сейчас же, да, вроде мы отказываемся, переходим все на украинский, можно же выделять больше. Этого один из братьев-близнецов умер, и тот выдает, говорит, надо за русский контент чмырить, бить по морде. Вот это все генерируется, понимаете? И в этот момент вот происходят вот такие... очередные моменты отрыва полного. То есть русскоязычный уже не украинец. А русскоязычный уже получается, значит, ты не такой. Давай переходи на язык. Те, которые попереходили на язык, чмырят тех, которые не перешли. Некоторые по-другому отказываются, что подождите, я вот действительно с большой войной обиделся на русский язык, на русских, и перешел на украинский язык, а потом возвращаются опять на украинский язык, потом возвращаются опять на русский, потому что видят, что вообще ни за что гнобят людей. То есть никто ничего не украл, никто ничего ни у кого никого-то за деньги не переправлял за границу, никто никого не обдирал, никто, собственно, с бюджета не хапал, яхты и вот эти машины, суперкары не покупал. Просто какие-то публичные личности записывают песни под русские треки, танцуют чего-то где-то, демонстрируют так, как они живут. И их делают врагами народа сейчас. То есть мы на этой стадии сейчас. Так, а следующая какая? Так это ж концлагерь, Саша. Чего вы удивляетесь? В концлагере должны быть правила, которые задают хозяева. А Владимир Александрович Зеленский, его верховная зрада, это администрация концлагеря и надзиратели, собственно, весь силовой блок, это надзиратели, полицаи, которые держат стадо в состоянии покорности. Хозяева им за это платят, чтобы стадо не убегало за периметр, чтобы его можно было контролированно защищать, и чтобы те, кто пока еще проживают в привилегированных бараках, не осуществляли революционные действия, не осуществляли откаты к своим естественным
скажем так, формам существования. То есть не говорили на родном языке. Ведь первая пытка, которую над человеком производят, это когда ему закрывают рот и запрещают ему говорить на языке его матери. Это пытка. И, соответственно, конечно, они находят вот таких, как я, да, в данном случае Алхим – это для молодого поколения какой-то opinion лидер, да, то есть человек, которого там любят, смотрят, за ним наблюдают, и, конечно, они находят сакральную жертву, такую своеобразную Жанну Дарк, и сжигают ее на этом костре. То есть это, в принципе, все методы инквизиции, Ватиканчика, вот этого прекрасного, который специально подгадал выбор папы, для того, чтобы вести вот эту идеологическую войну многовековую, они специально не объявляли о смерти предыдущего папы, для того, чтобы выбор и конклав папы припал именно на 9 мая, на победу, для того, чтобы перебить информационный повод парада в Москве. Для того, чтобы вот все католики сейчас следили максимально за тем, кого там они выбирают, какого папу они выбирают. То есть это инквизиция, самая натуральная. И ужас вот этого метода западного, подлого, грязного, мерзкого, отвратительного метода в том, что они... Вы же помните, в этом был ужас вот этих войн с западными армиями, что они пускали впереди женщин и детей, когда они воевали со славянами. То есть они пускали их и прикрывались людьми как живым щитом. Что, собственно, они сейчас демонстрируют и в этой войне. То есть они воюют со слабыми. Азов стрелял по женщинам и детям, украинским гражданам с такими же паспортами, потому что они говорили на русском языке, называли их колорадами и говорили, что их не жалко убивать. И сейчас вот эта вот информационная война, она тоже перекинулась в информационное поле. Они уничтожают женщин и детей. Вот эти все ботафермы, это же не просто люди. Конечно, там есть и безумцы, офонаревшие уже окончательно, свиньи, которые бегут на вершину утеса для того, чтобы сброситься вниз со скалы, потому что бесы в них вошли. Но в основном это... Действительно, как вы правильно сказали, это организованный хейт, это специально обученные люди, ботаферма с этими ботами, которые на нее осуществляют вот эту психологическую атаку, то есть устраивают образцово-показательную порку. Точно так же, как вы помните, с какой скоростью расшарилось это видео с мальчиком 10-летним, на которого навалилась бешеная тетка и кричала, що ти тут під моїм вікном українські, російські пісні слухаєш, я за тебе воювала, а ну давай своих батьків сюди клич терминово. То есть это, в принципе, отработанный момент, чтобы другим неповадно было. Они таким образом, раздувая вот такую обширную, видимую войну с одним каким-то отдельно взятым человеком, демонстрируют другим людям, что уже говорить на своем языке нельзя, свое мнение высказывать нельзя. Если выскажешь свое мнение, на тебя нападут, тебя убьют, твоих детей там выгонят из школы, повесят ему звезду ухилянта. Поэтому сиди под лавкой, не вылазь, молчи, говори на украинском языке. И они таким образом, вот такими образцово-показательными порками, они приводят стадо в состояние страха. Потому что нету ничего ужаснее, чем страх. Когда человек внутри себя изменил свою природу, когда он не может сказать то, что он думает, выйти на своей собственной земле, смело с цветами к памятнику своим дедам и отцам, возложить цветы и спеть песни военных лет. Вы знаете, Саша, напоследок вот я вам скажу. У меня был стрим, обычно я по средам и по субботам записываю. Вот в среду мы говорили накануне Победы, и я обратилась к своим подписчикам, чтобы они написали истории своих дедов и отцов. Вот тех, которые погибли на войне или прошли войну, ну, то есть которых они еще помнят, потому что я помню своего дедушку. Я очень хорошо помню, я знаю все о войне. Мало того, не только моя дедушка и бабушка пострадали, и, в общем, бабушка моя похоронку получала по деду. Потом через 2 месяца он пришел, потому что он был контужен, был, значит, в военном госпитале
немецком, между прочим, где военнопленные русские врачи лечили наших военнопленных. Ну, то есть вообще вот эти все судьбы, это же истории семей, это истории родов целых. И у меня, например, Валентина Ивановна Зимняя, профессор, которая учила меня в театральном институте, где этот придурок Богдан Бенюк потом тоже учился. Она, кстати, очень хорошо относилась к нему, к цьому простому українському хлопчику, якому Советский Союз дал возможность стать народным артистом, а он теперь, значит, плюет в свое прошлое. Так вот, Валентина Ивановна Зимняя, моя профессор, она в 13 лет была связной с партизанским отрядом. Ее отец возглавлял партизанский отряд, а она находилась с матерью и с братом маленьким в оккупации в Киеве, когда фашисты оккупировали Киев. И она рассказывала нам, студентам, я поступила в 89 году, буквально сразу распался Советский Союз, обретение независимости Украины, и мы оказались в другой стране, но она рассказывала, она понимала, что этот реванш рано или поздно произойдет, и она хотела нам описать эту картину, как вели евреев в Бабий Яр, как их расстреливали, как освобождались их квартиры, как в эти их квартиры заселялись те, которые присягнули на верность фашистам, и по-прежнему некоторые из них даже в советское время жили в этих еврейских квартирах, потому что они переобулись 8 тысяч раз, те, которые на этой войне зарабатывали, потому что кто-то шел и умирал за свои идеалы, за свою землю, за свою семью, а кто-то на этом грел руки. Так вот, я вам хочу сказать, я сегодня, накануне как с вами там пообщаться, я зашла под этот свой стрим и просто начала читать истории этих дедов и отцов. Люди помнят своих предков, они знают их имена, они знают предания семейные, когда бабушки, сестры, дочери, матери искали своих погибших. Они искали их годами, десятилетиями. У этих людей, советских людей, которые воевали на той войне, есть наградные листки специальные, где каждый подвиг описан. И эти наградные листки хранят память о этих подвигах этих людей. У людей остались эти награды, у них остались воспоминания, вот эти вот похоронки, которые, к счастью, например, для моей бабушки, она не стала реальностью. Люди это все помнят, они все это пишут, они выходят не просто на улицы, вот в Москве, там, не только в других городах. Вы знаете, что и в Трептов-парке, и в Германии, и везде выходят люди на эти шествия, несмотря на то, что они уже давно иммигранты, что их дети выросли в другой среде. Они все равно помнят подвиг наших дедов и отцов, потому что это была сияющая, святая победа. Потому что это действительно была победа за существование, и наши с вами в том числе. А вот эта война, которую ведет Богдан Бенюк, Ирина Хварион и все им подобные азовцы, Стерненки, Притулы, твари, которые зарабатывают на крови и гробах, и которые служат, понимаете, нашим врагам, которые ездят к ним на приемы в Букингемские дворцы и из похорон Папы Римского делают свое собственное шоу «Бенефис», они ведут неправедную войну. И ужас заключается в том, что вот эти обманутые люди, которые оказываются на поле боя, они не будут вспоминаться своими потомками и вообще не будут вспоминаться даже этим народом, если он выживет, как герои. Потому что те, кто валят памятники героям Советского Союза, Красной Армии, те, кто выбрасывает на улицу собакам, эксгумирует кости советских солдат на кладбищах, те не могут рассчитывать на то, что по отношению к их костям, к их подвигам, так называемым, к их жертвам будет такое же уважительное отношение. Потому что это неправедная война. Эта война не должна была начаться. Эта война закончится ужасно, потому что это будет слезы потерь по обманутым душам. И вы знаете, я вам хочу сказать, я не была, конечно, алхим, но я была достаточно
популярным, известным человеком, и я старалась всегда, чтобы моя вот деловая, человеческая репутация, она соответствовала там моему статусу, потому что это всегда ответственность, когда люди на тебя смотрят. И сейчас, когда я читаю ту грязь, которая на меня льется вообще, на моих детей, там, меня уже там в любовнице к Киеве записали. Ну, то есть вообще вот просто, если так почитать, то я просто, ну, вот более мерзкого существа вообще, которое, я не знаю, где-то шаталось, непонятно по каким-то помойкам, просто трудно и найти. Но я знаю себя, я знаю свою историю, историю своей семьи, своего рода и тех людей, которые работали со мной, и они не дадут соврать, в принципе, что я ни у кого ничего не украла, я никого не предала, я очень многим людям помогла, в том числе и Владимиру Александровичу Зеленскому, за что получила вот такое, знаете, оплеуху, мол, не помогай-ка ты еврею, который не знает родства, не помнящий, и который ради 30 серебряников, как Иуда, продаст Христа римлянам. Так вот, я могу сказать, как человек, у которого абсолютно чиста совесть, потому что я ни секунды, никогда не предала память своего рода, что люди, которые несут, знаете, свое родовое сильное зерно в будущее, они рано или поздно, несмотря ни на какие проблемы, страхи, ужасы, хейты, и даже несмотря на смерть, они останутся во времени и в пространстве. Потому что Бог своих не бросает. Он всегда побеждает. Даже в самые темные времена, даже в самых болотах ужасных, знаете, как советские русские солдаты ползли на пузе по всей Европе, но они водрузили свое знамя победы на, Да, на Рейхстаг. на Да. Рейхстаге врага. Поэтому, Александр, вот знаете, я завершу. У меня, я на самом деле, я сегодня, у меня очень, вы знаете, такой день. Может быть, это прозвучит пафосно, но я с детства... Помните, был такой советский фильм, который называется «Отец солдата». И я с детства, я всегда... Я помню, я была маленькая, просто мой дедушка, он был винодел, и он очень... У нас, ну, как бы виноградники были, росли, и вообще вот этот сбор урожая. И я помню, что меня в детстве так поразил этот момент, когда... Вот этот старик, ищущий своего сына, уже дошедший, значит, до Берлина, он, значит, находит лозу среди этой войны, вот этот вот виноградник, и он говорит танку, типа, что ты делаешь, не уничтожай, и он идет к этой лозе, и он на грузинском языке начинает петь ей колыбельную, как ребенку. Вот эти прекрасные люди, которые прошли эту войну и остались людьми, которые нас воспитали, которые вложили свою жизнь ради нашей земли, они же живы в наших сердцах. И пока мы о них помним, и пока мы не превращаемся в скотов, и готовы ради них вообще идти вопреки общественному мнению, не бояться и говорить хотя бы о том, что мы имеем право быть на этой земле, потому что наши деды и отцы завоевали для нас этот мир. И, к сожалению, уйдя в мир иной, мы стали теми, кто должны, и на вот этом информационном поле в том числе, вести эту борьбу. И, возможно, вы знаете, она бывает иногда неравной, потому что по сравнению с той машиной, которая за миллионы десятилетиями промывает мозги нашим детям и внукам, даже наше с вами участие, при всем при том, что у вас там массированный канал и много людей вас смотрят, но все равно мы единицы. Мы единицы тех, которые, по крайней мере, хотя бы говорим об этом, пытаемся осмыслить, пытаемся людям дать пищу для размышления. Вот эту маленькую таблетку разума и памяти, которые помогут им выжить и остаться людьми. Потому что, конечно, можно жрать, как свиньи, из этого корыта, в которое набрасывают всякое дерьмо наши враги. Можно быть вот теми свиньями, которые продают свою страну и свой народ. Можно быть вот теми свиньями, которые ходят десяткам вот этих вот мужиков,
с закрытыми мордами и хватают одного студента и отправляют его на убой. Но Бог все видит, Саша. И Бог своих не бросает. И Алим, я думаю, отобьется, и многие другие к ней присоединятся. И я только лишь желаю ей силы духа и поддержки высших сил для того, чтобы она осталась человеком, и чтобы она закалилась в этой борьбе. И чтобы она продемонстрировала, что самая главная свобода человека – это свобода выбора. С кем ему жить, на каком языке ему говорить, какие памятники ему возлагать, каким памятникам цветы, какие петь песни и кем себя чувствовать. И в этом смысле я могу сказать, что сегодняшний парад Победы, который прошел на Красной площади, несмотря на то, что мы граждане другой страны, это не было наше решение. Но все равно это имеет отношение к нашему прошлому, к нашему сегодняшнему дню, как ни крути, и к нашему будущему в том числе. Поэтому я на той стороне, в любом случае, а не на стороне убийц, бандеровского подполья, этих братьев лесных, тех, которые расстреливали учителей, младенцев прибивали к деревьям, понимаете, и предлагают бить розгами своих племянников, а стариков пустыми бутылками от воды. Потому что от этого призыва следующий шаг – это расстрелы, газовые печи и массовое уничтожение неверных или второсортных людей, которыми мы, по мнению вот этих вот белых господ, мы с вами и являемся. Поэтому тут вопрос экзистенциального выживания, и каждый человек в этой войне принимает свою сторону. Ну, смотрите, сторон на самом деле много, и всегда так было. И даже во Второй мировой, Великой Отечественной. Мы достаточно серьезно об этом и поговорили сегодня, и заставили, может быть, кого-то задуматься. Кто-то разделяет, кто-то не разделяет ваше мнение, разговоры такого толка. Но когда их нет, это гораздо хуже, чем когда они есть. И здесь черное и белое имеет совершенно много оттенков, переливаясь один в другой. Но правда все равно восторжествует. И, как вы говорите, Бог своих не бросает. Можно, Саша, на секундочку я добавлю? Вы знаете, когда черное и белое сливается, оно превращается в воинствующую серость. Когда идет война, люди выбирают сторону. Это, к сожалению, закон любой войны для того, чтобы наступил мир. И, может быть, правд и сторон бывает много, но победа у нас одна. Она сегодня, 9 мая, она священная, великая и единственная та, которую мы с вами знаем в полной мере. Поэтому она и является и источником вдохновения, и примером для подражания, и тем, что нас держит на этой планете, и тем, что нам дало возможность ходить по этой земле, размышлять о любых вещах и вообще просто быть. Потому что если бы наши деды и отцы тогда не отвоевали эту победу, не факт, что мы с вами, Саша, сейчас бы о чем-то говорили. Это как, знаете, это вот сейчас же тоже интересно. Многие там смеются над мальчиком, который зевал, улыбался, махал за спиной как раз у Путина на Красной площади. И все так, кто-то высказывается, какой позор, какой там, что это, мальчика не могли убрать. Так ради этого же мальчика, собственно, чтобы он так вот это в пилоточке. Я просто представляю, я таких не имел отношений к большим парадам, большим таким площадям. Только Лисичанск, Луганск, да, тоже там в разных возрастах, юношеском, молодом возрасте. То есть как это все организовывается, какие-то митинги, концерты. Так его туда привели, бог знает вот сколько, чуть ли, наверное, с самого утра, с рассветом он там сидел, этот бедный мальчик, потому что безопасность, потому что организация, потому что все. Ну и посадили его. Конечно, так вот ради этих, собственно, зевков, да, вот это все. Ходят солдаты, летят там какие-то самолеты, все ради этого. Поэтому... Так правильно, так если бы этот мальчик не должен был
попасть в кадр, поверьте мне, Александр, там работают профессионалы, никто бы этого мальчика нигде бы не увидел. Именно этот мальчик вот так вот специально появился в кадре для того, чтобы мы с вами, нормальные люди, действительно поняли, что ради этого мальчика и его вот этих живых эмоций и существует все то, что нам демонстрируют на Красной площади. Ракеты, танки, самолеты, пушки, ядерная бомба и наша история. Ну, Для того, чтобы этот мальчик мог улыбаться, махать и зевать на параде. Ну, а мы не показываем этого. Вот в чем, как бы, с вами можно не соглашаться в многих таких моментах, но мы отдали, да, мы сейчас стариков там, с ними там играют полицейские в городки, те, которые то песню включили, то цветы принесли, то пилотку не такую надели, то еще что-то. То есть вместо того, чтобы вооружиться, действительно, дух народный вот этим, даже в таком страшном противостоянии, мы вот, собственно, от этого отказываемся. Еще более того, травим людей, которые не просто там песни военные, просто песни по-русски слушают. Вот такая действительность в этот... Саш, ну это концлагерь. Это концлагерь. Ну что ты сравниваешь? Даже если можно сказать, что русские превратились в армию, то украинцы превратились в концлагерь. В концлагерь. Здесь не нужны ни старики, ни женщины, ни дети. И они знают, что это неправедная война. Это все то, что происходит, это все достигнуто обманом. Обманом. Людей ввели в заблуждение. Этот зеленый шмарафон, отсутствие альтернативного мнения, отсутствие прав каких бы то ни было. Людей обманули, обобрали, оболгали. И теперь еще убивают, просто уничтожают все живое. О какой священной войне? О каких подвигах может идти речь? Вот эти все женщины, которые лежат там на могилах своих там, братьев, возлюбленных, отцов, они рано или поздно осознают, а многие уже поняли, что это несправедливая, неправедная война. И поэтому она не будет нести победы. Она будет нести только горечь гробов и слезы поражения. Да, Это ужас. Смотрите, то есть это мнение Снежаны Егоровой. Да. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. С Днем Победы! С Днем Победы!